будут ли у него комментаторы. Да, у него есть какой-то друг HD, Marble Friend. And the current world record holder in this category. And I'm joined by my good marble friend AGDQ. That's me. I'm AGDQ. I am a Очень сильно спешу, но сейчас время пойдет, и я, соответственно, вам скажу, сколько времени. У меня 1, 5. Сейчас посмотрим, сколько там будет на стриме. 10. Еще и спидран не начался у вас в стриме. 15, 16. Ой-ой-ой, надо 10 секунд просто ждать. Ждем. Так, попробуем так. Сейчас 20, 21, 22. Я, наверное, немножко спешу. Проверим. На 5 еще впереди. Жесть. One of the optional or objectives you find in some levels is these gems. Так, 40, 41, 42, 43. Должно быть нормально. Итак, нас ждет огромное количество коротких уровней, где мы будем катать шар. Катать шар быстро, почти как в Monkey Ball, но это не совсем Monkey Ball. Это, наверное, next level of Monkey Ball. Бэм. Жестко. С гравитацией тут тоже есть проблемы. Судя по всему, как написано, игра на PC, а это значит, что вам не нужен какой-то завороченный, навороченный контроллер с гироуправлениями. Вам достаточно обычной клавиатуры, и можно поиграть в эту прекрасную игру. Пепихай. Time trial shows the clock for 5 seconds. Окей. У нас каких-то 5 секунд. Останавливает внутриигровое время. Хорошо, окей. Это важно, да. Это важно для спидрана индивидуальных уровней. Но окей. Для нашего общего спидрана это не так важно. Это не так важно нам сейчас, хорошо. Что это? Это Соник, это Шарик, это Monkey Ball, это Marble. У разработчика, кто сделал эту игру, есть опыт в этой игре. На спидранере, естественно, плеер-холдер, почти как и на любой другой игре. Почти всегда. Либо второе, там какое-нибудь. Третье, может быть, место, но обычно очень близко все. В этой игре очень приятное движение, нам говорят. Будем иметь в виду. Жесть, он развернулся. Жестко. А! Не! Падение. Блин, ну красиво, красиво. То есть он сейчас просто от стенки отпрыгнет. Развернулся, бац. А, не хватило скорости. Еще разочек. Красивое, очень красивый левел дизайн. Посмотрите, что там знаки всякие нарисованы красивые. Ну ничего, не так быстро он это сделает, но в принципе распрыжка, оп, достал, изи, от угла ускорился. True, спидранер. Нормально, нормально, нормально. Осторожно, берегись бамперов. Вот эти бамперы, это что? Это пинбол? Это пинбол? And moving on to Over the Garden Wall, this is our first introduction to a polybrush level, which you can tell by all the smooth hills here. It can create some challenging gameplay as it can be difficult. Красивый уровень дизайн, вообще очень красивый. Will send you the right direction, but they provide some very smooth gameplay. Now we are on to Wave Pool.
Так, я так понимаю, наша цель все-таки собрать количество, которое написано, 10 гемов. Так, поднимаем пауэрап. Я так понимаю, он должен... Да, он дает нам прыжок. Найс. Приятный геймплей, реально. Еще и на ПК. Красивые знаки катящихся шаров. Я просто нажимаю прыжок вовремя и жму W. Эти шутки про зажал W и пробежал игру правдивы. Он просто зажал W. Посмотрите, второй рукой он пьет. True спидранер. Как же он жесткий. Какой же он жесткий. Предлагают нам падение, чтобы попасть на следующий остров. Но мы что-то активировали нереальное и просто пролетели. Окей, окей. Видимо, у нас есть пауэрапы на гравитацию тоже. Как же это гладко и приятно выглядит. Но так ли это легко? Выяснить вы сможете только попробовав поиграть в эту игру. Уверен, что это не настолько просто, насколько это выглядит. Но может быть, стратос зажатым W сработает. Кто знает. Прыжок. Ускорение. Нам знаки показывают, что надо поворачивать в правильных местах. Прыжок. О, как же запустился об стену. Наверняка это не предусмотрено. Так высоко запрыгивать. Меняем гравитацию. Ускоряемся. И приходим к финишу. Yeah, this is one of the shorter chapters, but also one of the flashiest. Almost every level in this chapter. Не, у меня должна быть идеальная синхронизация. Restart your stream. Так. Еще один красивый уровень. Посмотрите, как много было опций. Естественно, мы выбрали самую лучшую. Скейтбордные уровни. Всегда получаешь удовольствие от них, когда просто есть возможность взлететь. Без такого управления, конечно, это достаточно скучный, медленный уровень с обычными лифтами, но спидранер сделал интересно. Красота, красота. Осторожно, лед. Угу. Будет скользко. Красота. Просто изи. Так, мы попробуем воспользоваться шорткатом или срезать путь. Посмотрим, что получится. Не получится, похоже. Судя по всему, он хотел... Или нет? Что происходит? Он возвращается. Да, он едва ли запрыгнул. Можно было почувствовать, как чуть-чуть его еще и не хватило бы. Джамп. Хайп. Опа. Уровень спираль. Красота. Хорошо, когда разработчики умеют хорошо работать с гравитацией. Так, какие-то чекпоинты мы собираем. И не забываем собирать нужные кристаллы. Прыжок. Хорошо. Кристаллы собрали. Где же выход? Выход легко. Изи.
О, воронка! Ей! Эх, было бы классно, если бы он прям проскользил, но, к сожалению, не получилось. Еще одна воронка! Еще воронка! Ну, мы все пропускаем. Нет, все веселье пропустили. Спидран не позволяет веселиться. Так, это поверхность для изменения гравитации. Такая темная. Позволяет нам располагать камеру правильно. Ну, соответственно, это и будет нашим изменением гравитации. Got it! Easy first try! Ха! Опа, снова бамперы. И инвазивные бамперы. На этом начинается 4-я глава. Тут еще и главы есть. Окей, окей. Осторожно, лед. Я так и не понял, что делает лед. Надо будет прислушаться, может быть, нам напомнит. Простые управления. Действительно, в таких играх очень простые управления. Но что можно сделать с этим простым управлением? Как много можно достичь? Красивый уровень с разветвленными дорогами. Но финал самый особенный и бац. Хорошо, отлично. Это достаточно медленный уровень. Будем пытаться его ускорить, насколько возможно, перелетая раньше. Хорошо. Эти платформы с красным сами двигаются, поэтому, получается, он должен попасть в цикл. Он пытается пропустить его. Разветвление. Оп. О, хорошо, хорошо. Это опасно. Так-то он прям как это, в ребро ударился. Достаточно точный трюк. Он мог просто пролететь в пропасть. Трехмерный бильярд. Только ки я не хватает. И так, нас ждет развилка, нам показывает. Да, мне, в принципе, дизайн уровней намного больше нравится, чем в Super Monkey Ball. Он красивый с задниками, разнообразные дороги. В принципе, конечно, механики совсем разные, да, то есть Super Monkey Ball это все-таки управление платформой, а не шаром. В данный момент мы управляем именно шаром, а не платформой. Может быть, их и нельзя так сравнивать, но они очень похожи. Оп. Хорошо. Просто ускоряемся и проходим уровни как можно быстрее. Спидран. Тру. Зажал W и выиграл. Осторожней, бананы. Это, естественно, отсылка к Monkey Ball. Ну и такое ощущение, что это вода. Но я так понимаю, это не вода. Должен быть лед. Почему движется? Столько вопросов и как мало ответов. Двигаемся по движущимся платформам и доходим до конца. Приятно, когда уровень дает тебе возможности. Он говорит, тебе можно пойти направо, можешь пойти налево. И, в принципе, камера позволяет рассмотреть варианты, куда можно сходить. Возможно, нужно и туда, но
Наверное, мы этого не узнаем. А, бампер! Хитрый бампер возник на дороге. В скобочках он не двигался, и спидранер просто отвлекся, получается. Бокс был нормальный, то есть все было честно. Злые кубики. Интересно, они по бокам там чем-то красным светятся, возможно, уничтожают, но я не уверен. В принципе, это уже начинает походить на какое-то Марио. Потому что нигде больше таких злобных блоков я не видел. Главное попасть хорошо в цикл. И пока что все получается. Нам дают полет, и мы начинаем лететь. Просто летим. Находим трофей. Ну, какую-то награду нам открывают. Говорят, что это просто трофей. Ничего такого. Очередной уровень с зажатым W, окей. Главное... О, он хотел поймать следующий слоуп. И тогда бы он точно долетел. Но тут, получается, нельзя просто W зажать. Надо вовремя его отпускать. Потом зажимать снова. Оп, да, получилось, зажал и задел. The intended route. Or intended by us, at least. We're coming into the end of chapter 4 here on a pretty good pace. And coming up at the beginning of chapter 5 is going to be Newton's Cradle. Я не могу понять. Он улетел. Не могу понять, как много у него контроля в воздухе. Но, судя по всему, в воздухе у него очень ограниченный контроль. Diamond in the sky, but luckily we had a checkpoint on the final stretch. There we go. А, тут очень близко был чекпоинт, это просто конец. Ну ладно, окей. Халява. Уровень с множеством развилок. Что он нам покажет? Опасно. Окей. We have any donations? Absolutely, we have a few here. $58 coming in from calligraphy. Here's to a great run from an amazing community member among us. Хорошо, вполне прямолинейно. Особо скорости не набрать, поэтому мы не можем как-то заабузить и улететь. Звуки приятные, согласен. Cheers to Hatchet and AGDQ for bringing Marble It Up to DDQ. Proud of you guys. Thank you, Fletch. Huge shout out to the entire Marble It Up development team. They have a great presence in the community as well as just providing a place for us to congregate and connect. Yeah. And that donation amount was полета. Когда он его будет использовать, сейчас посмотрим. На прыжке. Окей, хорошо. Окей, отлично. По времени уложился так, чтобы приземлиться на последний пауэрап. Кристалл. Уже видим, что это достаточно большой уровень, и у нас есть вариант. А, окей. Мы просто катимся до платформы. Изи. Это автоскроллер. Окей. Но они, по крайней мере, разработчики решили вам предоставить автоскроллер. Но мы-то спидранеры, мы знаем, что делать. Вон КС. Не упади. И оп. Так. Он справился. Жестко. С первого раза. Это достойно уважения. Клап. Сложный уровень с гравитацией, или точнее с изменением гравитации. Это большой лабиринт. Нужно не заблудиться.
Напоминаю, что можно, в принципе, рассматривать уровни и разглядывать их при помощи обзора, насколько мне известно. Потому что камера free, абсолютно free. В некоторых местах спидранер нам это показывал. Так что да, это возможно. Но просто спидранер и так все знает, куда двигаться. Поэтому ему осматриваться не надо. Так, какое-то приземление засейвит нам 40 секунд. А если мы не приземлимся, оно потеряет нам 40 секунд. Логично. Абсолютно. Не достал. Не хватило скорости, очевидно. А может быть, был плохо подобран угол. Но сейчас у него явно побольше скорости. Оп. Угу. Из-за того, что он в поворот хорошо вписался там, у него скорости побольше было. Yeah, again, thanks everyone for those donations coming in. It makes such a huge difference for the Prevent Cancer Foundation and all the amazing work they're doing over there. This level is going to be contraption. Мы просто ждем момента и зажмем W. Could go all the way around a very long and complicated series of moving obstacles, or off this wall. Окей. Наверняка это непросто. Which on its own is not especially remarkable. There are gems on the bottom and top of this level. Need to switch it with a gravity surface. But Hatchet's gonna do here a little something. Нам понадобится поменять гравитацию, но если мы спидранер, может быть, и не пригодится. Посмотрим, как пойдет. And not too difficult to avoid, but if you hit a gravity surface and flip 180 degrees all at once just right, you can have all of your controls get inverted. Oh, we got it. We got it. Okay, so контроль. Контроль. В общем, если прикоснуться к поверхности не совсем в правильном месте, то мы то контроль не инвертируется, и получается, что было W, теперь будет S, а что было S, теперь W. В общем, сейчас он должен нажимать на S, насколько я понял. И сейчас он действительно должен нажимать на S. Ну, если мы имеем в виду про WSD и контроль WASD. Стрелочка назад, стрелочка вперед пойдет, я думаю. Платформы, которые меняют гравитацию и переворачиваются сами. Что может пойти не так? Пока все идет так. Ему надо перевернуться, и с другой стороны тоже кристаллы есть. Окей. Зеркальный уровень получается, сверху снизу. Так, а финиш с этой стороны. Ну окей, хорошо. Головокружительный уровень. Так, и разработчики теперь нам сами показывают, что мы можем передвигаться по тонким балкам. Всегда сложно это делается, по крайней мере в моей жизни. Но спидранер показывает невероятный скилл. Окей, хорошо, красные поверхности не уничтожают нас. Просто, видимо, сигнализирует о том, что это движение. И не упал, отлично. Так, этот уровень должен быть настоящим лабиринтом. Посмотрим, что нам покажет спидранер. Оп. Хорошо. Не обязательно менять гравитацию. Зачем, если мы можем просто свалиться с края? Доверься игре. Реально Монкэс. Жестко. And then this is Pit of Despair, setting up a trick here that, if successful, will be the hardest trick. Нереальный сложный трюк сейчас нас будет ждать. Давайте посмотрим. Нет, не пойдет. Он не пойдет в него. Ладно, окей.
Или пойдет? Вроде бы не пойдет. Он вроде сказал, что не пойдет. Да, потому что вот уже финиш, он не пойдет. На всякий случай пойдет с ИФО. Окей, хорошо, уважаемо. Так, один из самых длинных и сложных глав. Одна из самых длинных и сложных глав. Опа, хорошо. Буст, буст, буст. Пинг-понг. Или точнее пинбол. Too much of a time loss for that death. This is Danger Zone. Danger Zone being the first level in Chapter 6. It can hit pretty hard. Especially the ending of Vertigo is one of the hardest parts of the level. Fortunately, we have a way of actually bypassing it by doing a shortcut. Hatchet's going to manage to get up this loop without using the super speed that Так, скорость сохраним. Нам пригодится еще использовать ее. Соберем последний гем и сразу к финишу. Бац! От бампера. Ах! Был близко. Пауэрап сохранился, отлично. Этот раз недостаточно скорости, но в принципе с этой стороны он все равно достанет. Especially in Chapter 6, where some of the longer levels will do that. So when I say easier, that's certainly what I'm referring to. Дзынь, дзынь. We're on Platinum Playground now, and this level is very reminiscent of the multiplayer mode Gem Hunt, which came out. Тут еще есть мультиплеер мод, где, видимо, мы можем друг друга сталкивать, а кристаллы должны все самолично себе собрать. Наверняка это отличный экспириенс, где можно хорошо подруинить. Или быть на невероятном скилле и уворачиваться от всех. Я не знаю, надо посмотреть какой-нибудь YouTube. Наверняка там есть информация по поводу кооп или мультиплеера. Заканчиваем уровень. Что дальше? Это радиус. Окей, хорошо. Показывай. По чьему-то мнению это самый лучший уровень, и никто не оспаривает это, потому что это мнение очень весомо в комьюнити. Хорошо? Чат, помним правила. Просто наслаждайтесь спидраном. И я ненадолго. Осталось всего 10 минут. Кап. Если все правильно сделать, то... О, отлично. Выглядит хорошо. И приземлился на край. Идеально. Так, быстро передвигающиеся платформы. Монк, АЭС. Еще и скорость надо нормально набрать перед прыжком. Это реально сложный уровень. Судя по всему, этот уровень был придуман отчасти комьюнити и внедрен разработчиком. Отличный разработчик. Очень динамичный уровень. Много движущихся платформ. And escalation is absolutely a crazy level, one of the longest levels in the game, but it also has the longest shortcut in the game. Пауза, в принципе, как мы уже обсуждали ранее, ничего не дает в игре, только если вы спидраните индивидуальные уровни. При индивидуальных уровнях это останавливает время на некоторое время. И... Ой-ой-ой! Воу-воу! Отлично.
Оп. the big Оп. shortcut. Жестко, вот это уровень. Кайф. To skip, like, more than a minute full of, Он content. просто огромное количество контента проскипал. And it just looks so Но это спидран. It just Так и looks должно so быть. cool. It's Never so gets old. satisfying as well to land that. And one final kickflip up to the goal. И с каким же постоянством он выполняет этот трюк? A very То great есть он хорошо понимает, куда надо встать, And this level is с какой confluence. скоростью It's заехать, a когда вовремя, я уверен, very там надо much еще a maze подпрыгнуть, level, чтобы based off of тебя правильно the оттолкнуло. mazes by MC Так Hatchet. что, We're Plot. just gonna go around grabbing these 6 gems here. While I'm doing that, головокружительная the next level, гравитация. Olympus is the longest level in the game. It's over 2 minutes Так. long, and what a fun little thing I like to Способность do парить. in my stream is to Какие-то have опасные chat шипы. predict the Наверняка final их не time стоит down to the касаться. 100th. So my average completion time is anywhere between 2 minutes and 2 seconds to 2 minutes and 10 seconds, barring no deaths. Отлично. So if you want to go ahead and predict, go for it. Put in your predictions. And I will Так, этот do my уровень best. между 2 минут и сколько-то там секунд, и 2 минут еще еще сколько-то там секунд. В общем, очень маленькое окно разницы, и это длинный уровень с зажатым W. Окей. Cool. Got a few here, right for you. $10 coming in from Honey Hyena. This game brings me back to my grandpa's house. He was always good at marble games. Let's beat cancer. Very cozy, I like that. $30 coming in from Sensational. Absolutely loving this Marble It Up run. Might have to pick up this game myself. Shoutouts to all those night shifters from a former night shifter listening and watching along to GDQ on these long nights. Keep your chin up, gang. Thank you, Sven. Действительно длинный уровень. Где-то вот нам таймер показывает, что уже 50 секунд прошло, еще минута целая. Oh yeah. With my sister. So cool to see its successor on the GDQ stage. Correct me if I'm wrong, Age. That came out 20 years ago this year. Am I right? I think That so. sounds about right. Yeah, it's a very old game. It precedes Gold came out Monkey Ball or 03. so many other 3D platformers that have come and made their mark on the game community. Awesome. Can I squeeze in one more? Sure. Yeah, we still Absolutely. got, Yeah, like, we've got almost a minute left. Да, конечно, похоже. Кто-то там говорит, а, нет. Похоже немножко на КС серф уровня, но никогда не умел на них играть. Не понимал, как серфить. И кто столкнулся с той же проблемой, что и я, возможно, ему понравится эта игра, чтобы просто посерфить. Still stuck in this darn marble. I'm sorry, Anonymous. I hope you're not screaming too loud. It gets a little jostled Еще in there, секунд 30. especially at high speeds. Yeah, definitely. If you're inside a marble on this level, you're taking some hard hits. Финиш так и не For виднеется. sure. If you're interested Ага, in вот он. checking out this game or potentially speedrunning it, definitely check out the speedrun.com page, speedrun.com/MIU. And there you can find a link to the Discord, where there's just a great community of people who are more than willing to help new runners figure out the game. А, я learn промазал. stats, all that Промазал fun по stuff. финишу. О, я уже вижу красивый уровень. That brings us to Tangle, which is the second last Второй level of the game. уровень It is с конца. kind of Получается, intended to be предпоследний. one of those gravity maze levels, but speedrunners have found a way to beat Мы it нашли without changing способ gravity at пройти all. его, не меняя Just by гравитацию. grabbing a Окей. super jump and bouncing up through the Выглядит jam нереально сложно. and onto the goal. И достаточно And yes, that is as точно. hard as it looks. Но это тогда должен быть последний уровень. Stratosphere is our final level of the game, and Это Hatchet's favorite любимый level, I уровень know. Hatchet Very well known for this level. топорика. Yeah, this level is just so much fun. It's so beautiful, and I just love how I'm going at top speed across the whole map and flying. across Пропустил, incredible. получается, It's just, лупу. it's just so, it's really what С Marble гравитацией. It Up is all about, to me. Использовал кучу ускорений, чтобы Yeah, взлететь coming up высоко, here, I'm gonna be и doing a гравитация cheeky нас little поймает shortcut, здесь. and I'll skip about half the level. Мгм. Yeah, so Hatchet actually needs to fall upward Так, toward ого, the gem, еще which is и a на таймере button. тут что-то разворачивается. So, we're gonna Неудачно он ударился, не с той стороны, говорят. Или готовьтесь ко времени, скоро время, что? Так, гем подняли, теперь можно идти на финиш. Ускорение использовали,
and it's going to be Гравитацию a really great использовали. event for everyone involved. If you can beat this game in less than an hour, you can qualify. And if you ask me, that's a very achievable goal for anybody who wants to seriously get into this game. Yeah, especially if you talk to the Будет ли people in the какой-нибудь Discord, they'll be more than головокружительный happy to полет hear в the конце? stats. Или One это final все? shortcut there, Nice shortcut. Это and we're launching up into the близко finish. к финишу. Yeah, thank you so И much, прямо в GDQ, воронку. for allowing this game Финиш to be on the 30. schedule and time. Time. Сколько там 33? Yeah, 34, 25. Well played. Here on GDQ. Yeah, it's been a blast. I really enjoyed this. I hope you guys did too. And I look forward to the next run on Oblivion. Have a good one. Well played. For Van Cancer.